Дорогие, я Архангел Михаил. Пройден еще один этап. Закончился еще один круг путешествия прощения. И интересно, как каждый из вас воспринимает и усваивает сказанное. Простое слово, простой используемый термин вызывают так много сомнений, так много споров, так много вопросов, которые, на мой взгляд, больше не подходят на данном этапе путешествия. Почему вы так сильно оспариваете то, что понимаете? Почему так трудно поверить, что то, что вы поняли, правильно? Почему вам нужно каждый раз спрашивать одно и то же? Будьте уверены, что я ищу эти ответы даже в сознании каждого из вас. И единственный ответ, который у меня есть, таков. Я не доверяю себе. Я не верю тому, что слышал. Я не доверяю тому, что понимаю. Тогда я спрошу еще раз. Поэтому я задам вам вопрос. Как вы совершаете это ежедневное путешествие с таким количеством сомнений в ваших умах? И интересно, поскольку простой подход вызывает столько сомнений, почему? Ах, почему всегда есть тот, кто любит высказывать свои собственные сомнения и в конечном итоге порождает сомнения у других? Или никто на самом деле ничего не делает с пониманием? Это похоже на кукол, которых поставили на тропу, и они продолжают идти по этой тропе, и если кто-то спросит: «Почему ты здесь?» «Не знаю». «Как ты туда попал?» «Не знаю». И будете ли вы продолжать? «Я тоже не знаю». Вот как я вижу вас, когда мы обсуждаем вещи, а вы просто качаете головой в знак согласия и делаете это без понимания. Без сердца. Не осознавая, правильно ли то, что вы делаете, или неправильно. Я уже говорил это здесь несколько раз и повторю еще раз. Если завтра я скажу: «Послушайте, все идите к окну и прыгайте, потому что нам нужны доказательства того, что вы нам доверяете». Я верю, что некоторые будут прыгать, потому что они не перестают думать, они не перестают понимать, что то, о чем мы просим, неправильно. Нет, я не собираюсь бросаться только потому, что он попросил. Как бы я ни доверял ему, как бы я ни любил его, я этого не сделаю. И это очень правильно. Так как же вы совершаете путешествие, как кукла или с пониманием того, что делается? С самого начала мы говорили, что лечим души. Это не является завуалированным вопросом, и возник поток вопросов о том, является ли видение людей тем же самым, что и видение душ. Как вы думаете, какие фигуры вы увидите у духов? У душ когда-то были тела, и вы видите тела. Я не понимаю, почему так много сомнений. Я не понимаю, почему так трудно понять, что каждое тело – это одежда души. Трудно ли это понять? Я так не думаю. Очень интересно, что в конце третьего круга у нас все еще есть такой вопрос. Но я уже понял, почему. Потому что Сен-Жермен сказал, что тот, кто не видел души, должен будет повторить снова. Ой! А нет, я не буду повторять это. Поэтому мне нужно знать, действительно ли я видел душу. И что ты видел? Птицы прыгают с ветки на ветку, птицы летают в небе. Или вы видели действия людей, моменты. И вы пришли спросить, каково это видеть душу? На самом деле не так просто понять вашу голову. Все шло очень хорошо, все теоретически все понимали. Простое предложение вызывает такой ажиотаж. Почему? Если бы каждый день говорили, что если вы ничего не видели, вам придется увидеть в следующем.
Итак, теперь в последний день вы отчаиваетесь. Это интересно. Очень интересно. Братья мои, каждая предлагаемая нами траектория – это предложение, а не навязывание. Вы не обязаны что-либо делать. Вы делаете, если ваши сердца желают. Не превращайтесь в роботоподобных кукол, делая все, что мы просим. Вы должны чувствовать в своем сердце, хотите вы этого или нет. В пятое измерение вас приведет не отчаяние делать все, что встретится на вашем пути. Что нужно, так это учиться, это повседневные действия, это чувства, которые вы будете излучать. Количество пройденных вами курсов, путешествий или медитаций не повлияет на ваше путешествие вознесения, как вес. Если ты сделал это здесь, то получишь еще 1 балл. Нет. Каждый такой процесс – просто помощь, форма лучшего понимания, очищения. Не изменение привычки. Поймите, мы очищаем ваши души, да, но если все это делать не от души, то это будет бесполезно. Так почему же так много сомнений, почему так много бессмысленных вопросов? Время верить прежде всего, верить в себя. В то, что исходит из ваших сердец, а не в то, что мы говорим или не говорим. Я не хочу кукол, я хочу, чтобы мыслящие умы участвовали во всем, что делается. Не роботы, не куклы, которые не думают, и когда их что-то пугает, они перестают думать. Да, я действительно не понимаю, почему так много сомнений, почему так много неуверенности. Мы продолжим путешествие на следующей неделе. Как уже сказали некоторые мастера, мы достигнем вершины. Это будет путешествие. Сцена совсем другая. Совсем другая, и я искренне надеюсь, что вы поймете, прежде чем я начну. Не в середине и не в конце приходят полные сомнения. Остановитесь, чтобы услышать, что говорят. Перестаньте спрашивать о том, что уже было сказано. Поймите следующее. Нет никаких причин полагаться на кого-либо в получении информации. Она там. Вот если лень слишком велика искать, читать, и вы думаете, что проще спросить, то я задаю вопрос. Завтра, мол, в любой день я приду сюда и скажу. Завтра ты отправишься в 5-е измерение. Я даже не представляю, сколько вопросов типа «Когда, как?», «С кем, что будет и почему?». Потому что ты не доверяешь. Вы хотите, чтобы все объяснили в письменной форме. Ой, и желательно, чтобы кто-то повторил написанное, чтобы вы хорошо поняли. Либо ты учишься доверять, ты учишься ждать. Либо ходьба действительно затруднена из-за того, что ты катаешься на одном и том же месте. Любой путь, и я буду охватывать путь вознесения. Любой путь – это путь в одиночестве, где нужно очень внимательно слушать. Не понял? Послушай снова. Все еще не понимаете? Призовите нас. Попросите нас о помощи, и мы поможем вам понять. Не полагайтесь на других в принятии решений. Не полагайтесь на других в своем понимании. У другого столько же сомнений, сколько и у вас. Он понял это правильно, он искал ответа у нас. Или он дает вам ответ из своего разума. Я искренне надеюсь, что вы научитесь этому. Другой знает и понимает со своей точки зрения, вы не должны понимать с его точки зрения. Вы не то же самое. Каждый человек, душа уникален со своими привычками, пониманием, мудростью и так далее. Никто никому не равен.
Так почему же ответ должен исходить от другого? Этому пункту вы не научитесь. Ах, да, но найдется та группа, которая ответит в унисон. Я ничего не слышу. Я ничего не могу понять. Я не могу получить ваш ответ. Хорошо. Вы несколько раз заявляли, что не можете. И знаете ли вы, когда вы это сделаете? Никогда. Связь с нами – это тоже путешествие, где каждый раз, когда вы призываете нас, задаете нам вопрос, создается часть связи. Еще один вопрос. Эта связь еще немного усиливается. До тех пор, пока не наступит день, когда произойдет это соединение и вы получите свой ответ. Подумайте. Думайте об этом много. Я говорил это здесь несколько раз и повторю еще раз. Ответы должны исходить из ваших сердец, от ваших мастеров, от ваших высших «я», а не от других. Почему вам так трудно это понять? Итак, продолжим путешествие. На следующей неделе у нас будет еще один шаг. Это будет очень интересный этап. И я, конечно, надеюсь, что каждый из вас уже совершил свою виновность, заглянув внутрь себя и увидев то, чего не понял. А если не понимаете, ищите свой ответ в том, что уже было сказано. Не ищите другого. Ответы там, а не в уме другого. Надеюсь, вы осознаете это.